Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Фронтиры зашевелились в плане продвижения сюжета в нашей любимой игре Elite Dangerous, но сделали это в своем стиле. Без загадок и головной боли не обошлось. И то, это еще не вся информация по поводу того, что будет, а просто начало новой истории. Если бы вы были подписаны на мой телеграм-канал, то следили бы за всем этим заранее, за несколько дней до выхода видео, так как там велось уже обсуждение происходящего, и к моменту появления новой информации она почти сразу же там появлялась. Ну и ходите на стримы, где все это дело смотрится в режиме онлайн. А сейчас вам все подробненько расскажу. Начнем с того, что 28 числа Фронтиры в своей социальной сети опубликовали пост, где было написано следующее: «Тайна, которую нужно раскрыть, след, по которому нужно идти», и прикрепили видео с коммуникационным маяком. И на этом все. Обработав изображение, стали заметны некоторые звезды, и по ним нашли ту самую систему и локацию с этим маяком. После его сканирования получили следующее сообщение. И на 2 дня встали с решением этой головоломки. Подбирая различные методы шифрования, разгадать ничего не получалось. И Фронтиры 30 августа дали нам подсказку. Без нее все комьюнити не могло ее решить. Canon Research и люди с Reddit также встали. Пока не пришло это сообщение. Если хотите меня поддержать, то добро пожаловать на мой Бусти, где есть платная подписка, и видео выходит раньше. Ну или же донатики, все ссылки в описании. А теперь давайте по порядку, что, куда и зачем. Сообщение, которое вам всем придет. Командир, старый друг из Федерации пилотов, разрешил мне воспользоваться этим каналом, чтобы обратиться к вам за помощью. Терри Тора, неординарная личность в области экзобиологии, перестала выходить на связь. Я ее помощник и спонсор. Мы много лет тесно сотрудничаем, специализируясь на редкой инопланетной флоре и фауне. Ее последнее сообщение было 3 недели назад. С тех пор я ничего не слышал. С Терри все иначе. Мы обычно созваниваемся через день. Наш последний разговор был весьма оживленным. Терри сказала, что она на пороге открытия чего-то грандиозного, которое взволнует все научное сообщество. Пока не могу поделиться подробностями, скоро объясню подробнее. Но у Терри хорошая интуиция, если она говорит, что ее поиски были чем-то важным, то я ей верю. Мне удалось отследить ее последнее местоположение где-то в районе Кол 285 сектор TQA B15-4. Должно быть в радиусе 10 световых лет. Отправляйтесь туда и поищите что-нибудь. Ищите маяки связи, ретрансляторы, все, что может хранить информацию. Я добавил идентификатор ее транспондера к этому сообщению, чтобы ваш бортовой компьютер отфильтровал и автоматически декодировал все защищенные сообщения, отправленные Терри. Буду благодарен за любую помощь. Профессор Фрэнк Редикс. Летим в систему Джункурара с коммуникационным маяком. Сканируем маяк еще раз и получаем новое сообщение, а не то старое, которое невозможно было расшифровать. Кажется, я что-то нашла. «Профессор, я буду оставлять зашифрованные сообщения. Нельзя допустить, чтобы кто-то разузнал о том, что я пытаюсь сделать. Только не сердитесь, но 2 ваших новых студента, Алекс и Элисия, помогают мне в поисках. Мое дело играет слишком важную роль для экзонауки. Я иду по следу в следующую систему. Локации закодировано. Вам не помешает зеркало. Нули и единицы. Терри». Из битов получаем слово «Бирабла», озеркаливаем и получаем название системы Албариб и летим в нее. Но еще один момент. Запомните этих 2 студентиков, Алекса и Элисию. Мы к ним вернемся, но позже. В системе Албариб будет место крушения под названием Z2S-4. Сканируем корабль и средства связи рядом и получаем следующие сообщения. На нас напали. Пока мы помогали Терри в ее маленьком приключении, на нас напали пираты. Боюсь, если нас не спасут, это будет наше последнее сообщение. Но она попросила нас закодировать ее послание в надежде, что оно дойдет до вас, профессор Фрэнк. Тут просто набор букв. Она сказала, что это 2-ступенчатый шифр и что ключ к разгадке наш корабль, что бы то ни значило. Удачи вам. Надеюсь, вы не будете на нас слишком сильно злиться в следующий раз, когда мы придем к вам на урок. Алекс. И сообщение от профессора. Надеюсь, с ней все в порядке. Командир, прошу вас, поторопитесь. Я переживаю за жизнь Терри.
Она на пороге открытия, которое может радикально изменить все, что мы знали об экзобиологии. Судя по всему, она привлекла слишком много внимания к своим поискам. Профессор Фрэнк Реддикс. Шифр решаем сдвигом с помощью шифра Цезаря на +4. Решение следующее. Система Турет, наземка, Мун, проспект. Следующая точка интереса в системе Турет. Я почти докопалась до истины. Недавно здесь прилетала научная экспедиция Октобер Консорциум на 2 гигантских кораблях. Возможно, один из их кораблей сможет доставить меня туда. И куда мне нужно. Знакомый из Октобер Консорциум может тайком провести меня на борт. Я снова отправляюсь в путь. Не отставайте. Надеюсь, увидимся здесь. 24, 9, 18 и так далее. Если что, числа — это номер букв в алфавите. Получаем название системы. Ксирайонар. Или как он там читается, я не знаю. В описании будут все названия. В этой системе нам нужен будет пост перехвата. Придется сбросить этот маяк. Я практически уверена, что связь прослушивается. Кажется, на последнем аванпосте кто-то предупредил о моем прибытии заранее. Черт, а я была так осторожна. Нельзя попасться к ним в лапы. Я ведь уже так близка к цели. Местоположение снова закодировано. В этот раз советую воспользоваться кодексом. Левая сторона, база данных, 6-я запись, 5-й параграф. Терри. Ответом стала Галаконда, обнаруженная в системе Упаниклис, с функционирующей колонией на борту, что дает надежду на то, что не все корабли поколений, находящиеся в пути, были безнадежны. Следующая точка интереса — система Упаниклис, пост перехвата. Они скрывают от нас какое-то и что-то там недосказано. Я на борту, мой контакт не подвел, источник оказался достоверным, что-то здесь определенно держит в тайне, но никто не знает почему. Мне удалось отсканировать их журнал прыжков, но, к сожалению, он не полный. Лучшим решением будет найти этот корабль и внимательно проверить все места в журнале. Я не смогу выполнить еще одну передачу. Боюсь, что меня обнаружат. Порядок локации указан, но я предполагаю, что найти корабль можно будет в указанных системах только в короткие промежутки времени. Если верить журналу, новый рейс отправится 31 августа в 18:00 по времени элиты. Я зашифрую локации из журнала. Если вы не понимаете, как раскусить этот шифр, вспомните, как ваш студент Виженер был помешан на слове «допт». Ну, если расшифровать, мы получим 5 систем. Нукамба, Графиас, Водиакамана, Марфик и Упаниклис. Это системы, по которым будет пролетать тот самый мегашип, с которой нам нужно будет засканировать, точнее его бортовые журналы, чтобы получить дальнейшую информацию. Вчера, 31 августа, мегашип появился в системе Нукамба. Называется он Сигниус, и после сканирования его бортовых журналов вы получаете полный цикл его прыжков. Те 5 систем и 3 дополнительные: HR6524 и Call 359 сектор AEN B94. Еще там один ошибка шифрования Октобер и рандеву с Виорион по завершению. Летим в систему HR6524 и сканируем бортовые журналы Виорион. Сигнус опаздывает снова. Не знаю, почему капитан Сигнус так безответственно подходит к делу. Это обычная проверка потенциальных мест. Мы подождем здесь еще немного. Я полагаю, что мы встретимся в Call 359 сектор AE-N B9-4, чтобы сравнить результаты сканирования, а затем снова отправимся в целевую систему для окончательного анализа. Летим в финальную точку нашего маршрута, но она пока что финальная, потому что продолжение всей этой истории, конечно же, будет и в ближайшее время. Нас интересует система Call 359 сектор AE-N B9-4 и сканируем там маяк. Нашла. Профессор. Я попросила свой контакт сбросить этот маяк. Я попытаюсь незаметно выбраться с корабля, пока они проводят дополнительное сканирование. Кто-то держит доступ к этой системе закрытым уже много лет. И я понятия не имею, кто. Но очевидно, что Октобер Консорциум имеет к этому какое-то отношение. Иначе как бы они смогли обойти запрет? Я не уверена, сколько еще смогу оставаться незамеченной, но судя по моим первым результатам сканирования, я наткнулась на что-то потрясающее. Терри. И после этого вам придет сообщение от профессора. Командир, кажется, это последнее сообщение от Терри. Других зашифрованных посланий не было. Я переживаю. Если я правильно понял, рядом с этой системой находится другая закрытая.
Но, насколько я могу судить, ни на одной карте не отмечено, что там может находиться. За какими же секретами она охотилась и кто держит все это в тайне. Если это настолько большой секрет, чтобы скрывать его от исследователей и экзобиологов, это должно быть что-то невероятное. Я не прекращу попытки докопаться до истины. Как только я что-нибудь узнаю, я сразу с вами свяжусь. Здесь творится что-то неладное. Но теперь я хотя бы знаю, что могу положиться на вас. Награда уже отправлена на ваш счет. Вроде бы 40 миллионов и 3 окраски на корабли. Вот где обрывается след. И профессор сказал то, что рядом есть закрытая система. Она действительно рядом есть. Вот это. Как туда попасть, неизвестно. Но есть еще один прикол. Если вы знаете, различные интересные места отображаются тем, то, что вы не можете колонизировать эти системы. И я вам вот что скажу. Тут целый отдельный пузырь, который нельзя колонизировать. При том, что здесь у нас Кол 359 сектор. И здесь тоже. Но тут можно колонизировать. Почему здесь целый пузырь, который не подлежит колонизации? Я не знаю. Нас ждет что-то, наверное, очень и очень интересное, раз уж тут все так перекрыто. Напишите, что думаете по поводу этого дела в комментарии. Будет очень интересно почитать. Скорее всего, некоторые могли поставить дизлайк, либо написать гневный комментарий, потому что в названии видео фигурировать, скорее всего, будет The Dark Will и Раксла. Но сейчас я вам все это дело объясню. Почему так? Наши два студентика, Алекс и Элисия, это герои Темного Колеса. Это книжка такая, если что, по Elite Dangerous, если вы не знали. Алекс Райдер и Элисия Филдс. Герои, которые там фигурируют. И, судя по всему, в этой сюжетке мы с вами каким-то образом дойдем до Темного Колеса, а оттуда уже и до Ракслы рукой подать. Ну, по идее. Может быть, да, может быть, нет. Не знаю. Напишите, что думаете. Фронтиры обожают загадки, но они что-то перестарались, и весь этот контент будет растянут не на одну неделю даже, а возможно на месяц, а может еще и больше, к какому-нибудь там Хэллоуину, либо вообще к концу этого года, потому что Фронтиры любят нас удерживать и держать нас в неведении и в напряжении. Просто так нам информацию на блюдечке никто не даст, кроме, наверное, меня и еще других людей, которые занимаются разгадками тайн, либо видеопроизводством видосов, как я. Но это было немножко обидно, потому что в Star Citizen начался Free Fly, в No Man's Sky новое шикарное обновление, а Фронтиры нам вкинули загадку, которую не могли решить 2 дня всем комьюнити. Но потом они нам дали подсказку, и все пошло по накатанной, и все быстренько мы узнали, и сидим сейчас и ждем в ожидании того, что у нас будет дальше. Пишите, как думаете, что будет дальше, потому что я не знаю. У нас фигурирует экзобиолог, значит, что-то связано с экзобиологией. Что там у нас может вырасти на планете, я вообще не знаю. Как это будет соединено со Стражем, либо с Таргоидами, я тоже не знаю, даже не знаю, что представить. Новый какой-то противник, какое-то новое существо, без понятия. Без понятия. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.